Потрясающий матч в Милане. Генрих Мхитарян уже в финале Лиги Чемпионов. И сегодня черед Хвичи. Нужно как минимум не проиграть Арсеналу, ну а можно и выиграть на Парк де Пренс. Давайте разбираться в главных интригах. Поехали! Друзья, всех приветствую. Вот так быстро пролетела неделя. В прошлую среду играли Арсенал и ПСЖ. Но этот матч мы еще вспомним в выпуске. А сегодня в Париже ПСЖ играет ответный матч против Арсенала. И давайте не думать, что все решено. Вы вчера прекрасно видели, что происходило в Милане, где, казалось бы, в начале Интер все уже проходил финал, потом уже Барселона. И игра каждый раз переворачивалась. Но мы за это любим футбол. И мне кажется, что после вчерашнего матча, в котором, кстати, Генрих Мхитарян второй раз в своей карьере вышел в финал Лиги Чемпионов. Он никогда этот турнир не выиграл, в отличие, кстати, от грузинских футболистов. Но Хвича Кварацхелия тоже этот турнир не выигрывал. И вот такое грузино-армянское противостояние мы можем увидеть в финале. Но об этом мы тоже поговорим. Мне хотелось бы сказать о вчерашнем матче еще пару слов. Я смотрел много интервью, аналитики. И вот, знаете, например, Тьерри Анри в студии сказал, что он вообще последние года два смотрел и скучал по футболу, который был раньше, зрелищному, яркому, что слишком все ушли мы в тактику. И вот здесь вот эти матчи, вот это противостояние по 6 мячей забитых. И причем самое важное, что не было каких-то разгромов, были камбэки, были возвращения. И там 3-3, дополнительное время. Ну, нечто потрясающее. Пишите, как вы переживали эти матчи, смотрели ли вы и рады ли тому, что Интер в итоге пробился. Я со своей стороны, наверное, пару слов тоже скажу. Все-таки Интер заслужил, все-таки Симоне Инзаги команду строит уже не первый год. При всем нашем восхищении тем, как Барселона проводит этот сезон, стоит отметить, но все-таки Симоне, наверное, больше заслужил. Может быть, он заслужил победу в Лиге Чемпионов, кто-то скажет, да. Может быть, и Артета заслужил, но футбол, знаете, такая вещь, которая не всегда дает вот сразу по заслугам тренерам, футболистам. Иногда бывает очень обидно. Возьмите того же Харри Кейна, который к первому своему титулу шел больше 30 лет и вот только сейчас с Баварией выиграл. Поэтому не все так просто, не все так однозначно. Ну а Генриха Мхитаряна и всех армянских подписчиков я поздравляю. Прекрасное достижение. И вообще меня поразило, что Генрих вообще по пробегу был первый. Он больше всех пробежал в первой игре. И он был в топ-4. То есть он очень много бегал. И в ответном матче это, конечно, достойно уважения. Но причем не только бегал. Тот самый эпизод, который обсуждали многие. Был ли там пенальти или штрафной. Когда он буквально на линии штрафной остановил игрока Барселоны, все-таки на линии штрафной, даже чуть-чуть за штрафной. И там, знаете, судья Марчиник показал, что чуть-чуть все-таки не было фола в штрафной. И таким образом, ну, в какой-то степени спас он Интер. Он даже забил в первом матче, но там был офсайд. В общем, в итоге Интер в финале ждет там своего соперника, которого мы узнаем сегодня. Итак, ПСЖ или Арсенал? Давайте разбираться в превью. No. Ну, логично, что мы должны с вами вспомнить, конечно же, первый матч, где тоже было очень много интриг. ПСЖ очень быстро забил, там упустили Кварацхелия. Не самый удачный пас, ушел Хвича во фланг, потом покатил на Дембеле. Тот в касание пробил, красиво, идеально. 1-0. Но, друзья, вы там писали, что все, вот ПСЖ выиграл без вариантов. Нет, игра действительно была, но если не равная, то она была очень близко. В принципе, то, что 3-3 мы увидели в матче Барселона-Интер, могло быть 3-3 и здесь вполне. Не стоит говорить, что прям доминировал ПСЖ. Да, может быть, моментов было много хороших, но и у Арсенала было немало. Тут и Донарума стоит отметить, который не раз выручал. Ну и тот самый эпизод с Хвичи, который вызвал массу споров, больше 200 комментариев в моем видео. Был ли пенальти на самом деле? Давайте я оставлю, если вы хотите это подискутировать, пишите в комментах, уже, скажем так, на свежую голову, потому что очень много эмоций было в отдельном видео. Но, тем не менее, спасибо вам за активность. Я лишь скажу, что я то видео снимал не чтобы, знаете, как-то против течения пойти, а чтобы показать позицию арбитров. И вы видели там два разных эксперта, они высказали свое мнение. Конечно, проще всего сказать, что вот он побоялся поставить пенальти в ворота Арсенала. Это самое простое объяснение, но я думаю, что судьи такого уровня и на таком уровне Лиги Чемпионов, на таких стадиях, ну слабенько это, вот знаете, вот этим все мотивировать. Мы упрощаем,
Поэтому вот есть мнение арбитров, оно может быть правильным, неправильным, но вы видели, как считают судьи, по крайней мере, это и была моя задача. Но что касается самого матча, повторюсь, у ПСЖ было несколько моментов, могли забить второй, могли забить третий, но потом могли и пропустить. Ведь помимо сейвов Доннаруммы, там игроки Арсенала промахивались, и, ну, в общем-то, ничья, может быть, была и более справедливой. Но, знаете, один мяч — это ничто. Вы наверняка помните, как ПСЖ в свое время обыграл Манчестер Юнайтед на выезде вообще в 2 мяча, и потом дома влетел со счетом 1-3, тогда работало еще правило выездного гола, в концовке там пропустили третий мяч и вылетели вообще. Поэтому, надеюсь, сегодня такого, конечно, не будет, но не стоит недооценивать Арсенал, который во всеоружие к этому матчу подходит и, конечно же, победить тоже хочет. Перейдем к тому, что было вчера, пресс-конференция, тренировки. Я выделил для себя такие интересные цитаты, видите, все записал. Все для вас, друзья, все для вас. Ну, Артету, кстати, спросили про его карьеру в ПСЖ, ведь он приходил туда совсем молодым, когда ему было всего 18. Он сказал, конечно, особые чувства от того, что вот он попал туда, где он фактически начинал свою футбольную карьеру. Но все поменялось в Париже, стадион поменялся, но, конечно же, нужно побеждать, и это не имеет никакого значения. И Луис Энрике, и Микель Артета, они постоянно говорят, что нужно оставаться собой, нужно играть в свой футбол, неважно, играешь ты дома на выезде, под давлением, в полуфинале Лиги Чемпионов или на первенство в водокачке. И, в общем-то, Микель Артета, он тоже про это сказал, что главное сохранять тонус и играть в свой футбол. Очень много было вопросов, в чем вообще секрет победы в этом противостоянии, и за счет чего команда может выиграть. И тоже я уже перехожу к пресс-конференциям. И там, ну, в общем-то, и Артета, и Энрике, они сказали, что это концентрация. Ашрафа Хакими спрашивали по поводу стандартов Арсенала. Он сказал, что вот особенно нужно сохранять концентрацию во время этих стандартов, потому что можно зевнуть, можно пропустить со стандартов. И если получится нейтрализовать это оружие Арсенала, то шансов пройти будет больше. Еще один момент — возвращения Томаса Партии в составе Арсенала. Большие ожидания у болельщиков лондонских с этим связаны. И, конечно, Артету об этом спросили, но он сказал, да, будет играть, будем играть на победу, бла-бла-бла. Ничего интересного не было, здесь мне, пожалуй, выделить больше нечего. Ашраф Хакими очень много сказал, очень большая пресс-конференция. Но, вы знаете, я смотрел его еще после матча, он сказал, у нас 11 защитников, когда нет мяча, а когда мы с мячом, 11 нападающих. И сложно с этим поспорить, и Луис Энрике, опять же, это вторит, что мы играем сейчас командно, не какие-то там звезды, не какие-то ведущие игроки. Про Дембеле, конечно же, спрашивали Хакими и Энрике. Они сказали, что Дембеле важный игрок, системообразующий, 2 дня потренировался, он в порядке, должен играть. И, ну, наверное, если по персоналиям, вот что можно было бы выделить. Хакими тоже спрашивали про его форму потрясающую, как он так выдерживает весь матч, бегает туда-сюда, сохраняет тонус и, главное, показывает качественную игру. Но он там начал как-то, знаете, уходить в сторону, что спасибо Богу, спасибо тренерам, спасибо персоналу. В общем, какой-то конкретики, каких-то инсайдов он нам тут не раскрыл. Также несколько вопросов было и про болельщиков. Сказал Ашраф Хакими, что в прошлом году команда уже была на этой стадии. Он вообще в команде уже давно находится, и он, в принципе, как и другие футболисты, понимает, что это такое, что значит полуфинал, какая будет атмосфера, как будут трибуны поддерживать. И в связи с этим был другой вопрос журналистов, которые сказали, что «а что это вы такой спокойный?» А он сказал, ну, а что мне волноваться? Уже были матчи на самом высоком уровне, на чемпионате мира, и вот и в Лиге Чемпионов. И, в общем-то, все понятно, надо выходить, выигрывать. И ноги здесь не должны дрожать, бояться нечего. Ну и заканчивая этот блок про пресс-конференцию, Луис Энрике сказал тоже, что прекрасно понимает, что будут ожидать трибуны. Сказал про свою игру Парижа и про то, что все-таки команда сейчас единая. Спросили у него, а можете ли вы сказать, что вот средняя линия у вас сейчас самая сильная? Он говорит, не надо никакие линии выделять. У нас сейчас команда, и мы к этому шли. У нас задача, чтобы выпадающие игроки могли быть заменены другими, и мы показывали максимум. Ну и по Дембеле, в общем, он сказал, что тот готов, хочет играть, но не раскрыл, конечно, будет ли он в старте или нет. Я надеюсь, что Дембеле все-таки в старте появится.
Давайте немного посмотрим тренировки предматчевые. Видите, Хвича Кварацхелия. Ну, в обычном, наверное, своем настроении, не скажу, что слишком серьезный, слишком веселый. Традиционные вот эти вот круги были у Парижа. Ну, такой ракурс съемки был, знаете, прямо с вышки. Было видно, что ветрено, достаточно тепло были одеты футболисты Парижа. И, в общем-то, тренировались. Ну, наверное, тут особо нечего выделить. Луис Энрике был, Дембеле был, все на месте. Ну, а что касается Арсенала, то вот то, что мы видели перед первым матчем, продолжилось. В общем, это, наверное, такой стиль команды. Опять музыка, опять Артета в квадратах и опять вот эти хороводы в конце. То есть, ну, вот такая попытка как-то разгрузиться эмоционально. Я бы еще добавил, что на выходных и Арсенал, и ПСЖ свои матчи проиграли, но в отличие от Парижа, которым, в общем-то, уже все равно, они могут не выходить на все матчи и просто станут чемпионами, уже ими стали, то Арсенал все-таки второе место может потерять, там и календарь у команды непростой. Ну, с другой стороны, знаете, ну что это второе место? Чемпионство уже упущено, там борьбы нету, а в Лигу чемпионов сейчас проходит вообще 5 команд от Англии, поэтому ну, представить, что Арсенал из пятерки выпадет, как-то уж совсем невозможно, поэтому, наверное, не так важно. Но любопытно, что на выходных Арсенал играл практически тем же составом, что и с Парижем, посмотрите, вот можете сравнить. А вот у Парижа вообще было куча изменений. По-моему, там только Жао Невиш, если я не ошибаюсь, единственный футболист, который сыграл в матче Лиги Чемпионов и в матче чемпионата против Страсбура. Но там был такой яркий матч от Баркаля, он отличился. В итоге, правда, Париж проиграл 1-2, но Баркаля был лучшим в составе парижан. Но что уж поделать, вот такая серия пошла у команды Луиса Энрике. Проиграли дома, проиграли на выезде. Но это не имеет никакого значения, потому что сегодня матч против Арсенала, возможно, один из главных матчей для Луиса Энрике в этом сезоне. Друзья, ну а вас я приглашаю на стрим. Сегодня в прямом эфире будем смотреть матч с участием Хвича Кварацхелия. Я не сомневаюсь, что Хвича появится в старте. Я не сомневаюсь, что это будет такой же яркий матч, какой мы вчера увидели с участием Барселоны и Интера. Есть сомнение, что голов будет так много, но, мне кажется, борьба будет до последнего. Ну, если давать какой-то прогноз, я бы поставил на минимальную победу Парижа. Думаю, что Арсенал до конца будет сражаться, будет ничейный счет, они будут атаковать и зевнут какую-нибудь контратаку. И вот в этой контратаке Париж забьет второй и 2-1. Так матч закончится, и мы увидим Хвичу Кварацхелия в финале. Ну, по крайней мере, мне в это хочется верить. Пишите ваши прогнозы, что вы ожидаете от этого матча, как его будете смотреть. Ну, еще раз повторюсь, заходите на стрим, будет классно, будет интересно. Надеюсь, что тоже будут самые разные гости, но здесь, к сожалению, не все зависит от меня. Вам спасибо за просмотр, и в заключение хотелось бы вас попросить уважать экспертов, уважать наш труд. Все-таки люди находят время, мы с ними обсуждаем важные события. Это не какие-то люди с улицы, то есть вы там пишете, а что за судья, поэтому он завершил карьеру. Друзья, мнения бывают разные, вы можете быть с ними согласны или не согласны, но давайте уважать мнение других людей, и мне не хочется просто вот все время хвалить Кварацхелию там, или критиковать его. Я стараюсь быть объективным и доносить разные позиции. Ну вот, в частности, по эпизоду с пенальти. Ну, судья не поставил этот пенальти, ну, значит, у него была какая-то мотивация. И не просто, что, испугался. Ну, друзья, на таком уровне, на полуфинал Лиги Чемпионов, испугался не работает. Здесь есть какие-то правила, которыми он руководствуется. И, собственно, наш выпуск был как раз-таки об этом. Я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете, поэтому, друзья, лайк, подписка, оставляйте комментарии, как вы будете болеть, как вы будете переживать. Ну а мы ждем вечера и классного матча в Париже.